У хорошего детектива есть разгадка, у лучших – пересборка. Момент, после которого мысленно возвращаешься к первой сцене и понимаешь, все это время смотрел совсем другую историю. Я собирал этот список не по рейтингам и не по наградам. Критерий здесь другой. После финала первые сцены должны начать звучать иначе. Каждый из 10 фильмов выстраивает версию, в которую зритель верит от начала до конца. И только развязка показывает, что доверял не тому, не там и не в тот момент. Одни прячут ключ в структуре повествования, другие — в человеке, которому доверяешь с первого кадра. Третьи тихо меняют сам вопрос, который казался главным. И в каждом из них ловушка выстроена так точно, что зритель не замечает ее, пока не становится поздно. Начинается выпуск с фильма, где ловушка выглядит как стильная криминальная игра. Яркая, остроумная, с чужим именем и чужими правилами. Ловушка начинается с чужого имени. Молодой человек по имени Слевин приезжает к другу в Нью-Йорк. Друга дома нет, зато на пороге появляются люди, которых никто не звал. Сначала приходит от криминального босса по прозвищу Босс, потом от его врага – Равина. Оба уверены, что Слевин – это человек, который задолжал крупную сумму. Оба требуют невозможного, и оба не принимают объяснений. Долг нужно отработать, а задания, которые ему предъявляют, выглядят все опаснее. Джош Хартнетт играет Слевина с обаянием, которое настораживает с первых минут. Вместо паники – ирония, вместо страха – легкая усмешка. Человек, оказавшийся между двумя криминальными машинами, почему-то совсем не торопится искать выход. Именно эта странная легкость создает главное напряжение фильма. Зритель ждет, когда герой начнет бояться, а герой ведет себя так, будто знает что-то, чего пока не видит никто. Вокруг Слевина сжимается мир, где Морган Фриман и Бен Кинсли играют двух врагов, разделенных стеной пентхаусов и десятилетиями ненависти. Люси Лью — соседку, которая втягивается в происходящее быстрее, чем успевает осознать масштаб, а Брюс Уиллис — человека, чье появление в любой комнате означает, что шутки закончились. Все 5 ролей написаны так, что каждый персонаж кажется ключевым и одновременно подозрительным. Сценарий Джейсона Смиловича выстроен как криминальная многоходовка. Каждый разговор работает одновременно как диалог и как скрытый ход на доске, которую зритель пока не видит целиком. Режиссер Пол МакГиган держит ритм на грани иронии и угрозы. Нью-Йорк здесь стильный, быстрый и жесткий, а диалоги заточены так, что каждая реплика одновременно развлекает и двигает фигуры ближе к столкновению. Чем дальше продвигается история, тем яснее ощущение. Случайность – последнее слово, которым можно описать все, что происходит со Слевиным. Фильм выглядит как история человека, который ошибся дверью, но постепенно заставляет сомневаться, насколько случайна эта ошибка и кто на самом деле расставляет фигуры. Лучше всего он работает в настроении, когда хочется не мрачного расследования, а криминальной партии. Быстрой, язвительной и собранной так, что каждый улыбающийся человек кажется опаснее вооруженного. Заметишь ли ты правила игры раньше, чем она закончится? Счастливое число Слевина превращало криминальную историю в стильную игру с чужими правилами. Зодиак забирает стиль и оставляет только правила реального дела. Дела, где сама возможность ответа становится главным напряжением. Дело Зодиака не раскрыто до сих пор. Несмотря на десятилетия расследований и попытки разгадать шифры, личность убийцы официально не установлена. В центре фильма Роберт Грейсмит, карикатурист газеты «Хроника Сан-Франциско». Человек, которого никто не приглашал в расследование. Грейсмит в реальности провел 20 лет, собирая улики по собственной инициативе, и написал 2 книги о деле. Именно они стали основой для фильма Дэвида Финчера. Джейк Джилленхол играет его тихую одержимость так, что граница между упорством и саморазрушением стирается задолго до финала. Завязка – 1969 год. Серийный убийца сам выходит на связь с газетами, присылает зашифрованные письма и называет себя Зодиаком. Полиция запускает расследование, но прямых улик почти нет. Ложных следов – десятки. Юрисдикции разорваны между округами, и каждая ведомственная стена стоит между следователями дороже, чем предыдущая. Ставка здесь – время. С каждым годом шансы на ответ тают, а Грейсмит не способен остановиться.
Финчер, сценарист Джеймс Вандербильт и продюсер Брэд Фишер провели около 18 месяцев в архивах полиции, судов и газет, добиваясь доступа к подлинным материалам дела. И это ощущается в каждом кадре. Фильм движется с терпением следствия, которое знает, что быстрого результата не будет. Сан-Франциско 70-х здесь – город, пропитанный паранойей, где каждый сосед может оказаться подозреваемым, а доказательств все равно не хватит. Ужас Зодиака не в насилии, а в интеллектуальной фрустрации. Ты приближаешься к ответу, почти касаешься его и понимаешь, что «почти» может длиться всю жизнь. Этот фильм лучше включать тогда, когда вы готовы не к победе сыщика, а к самому неприятному состоянию расследования. Ответ рядом, но рука до него не достает. Расследование, которое забирает у героя годы, семью и покой, и может так и не дать того, ради чего все начиналось. Что страшнее, не знать ответа или почти знать и не суметь доказать? Зодиак – расследование, которое система не довела до конца. Ветреная река переносит в место, где систему не вызывают, потому что она не приедет. Резервация Уинд-Ривер в Вайоминге – территория, где до ближайшего города часы езды. Зимой температура падает ниже минус 30, а вертолет не поднимется, пока не стихнет метель. Съемки проходили 45 дней, большей частью на натуре, и эта физическая достоверность ощущается в каждом кадре. Снег здесь давит, холод замедляет мысль, а расстояние между людьми превращается в угрозу само по себе. Именно в этом пространстве трекер рыбнадзора Кори Ламберт обнаруживает тело молодой женщины из племени, босую, замерзшую в 20 километрах от ближайшего жилья. Официально это не убийство. Без прямых доказательств дело не может быть открыто по федеральным правилам. На резервацию прибывает агент ФБР Джейн Беннер. Элизабет Олсен играет ее как профессионала, впервые столкнувшегося с местом, где привычные инструменты закона бессильны. У Ламберта, Джереми Реннер, есть то, чего нет у системы – знание территории, выносливость и личная боль, которая связывает его с этой землей куда сильнее, чем служебная обязанность. Поэтому расследование чужой смерти для него постепенно становится не просто делом, а возвращением к тому, о чем он сам не может молчать. Тейлор Шеридан написал «Ветреную реку» как финальную часть фронтирной трилогии после «Сикарио» и «Любой ценой». И у всех трех фильмов общая тема – люди, оставленные за чертой, на которую государство не смотрит. Расследование здесь движется через снег, следы и разговоры с людьми, у которых нет причин доверять чужакам. Фильм завершается титром. В США ведется статистика пропавших без вести у всех этнических групп, кроме коренных американцев. Шеридан написал сценарий ради этой строки, и она превращает частную историю в системное обвинение, которое бьет сильнее любого финального твиста. Здесь важно не удовольствие от разгадки, а холодное чувство после нее. Ответ можно найти, но справедливость все равно останется за кадром. Такой фильм не закрывает вечер, он оставляет тишину после титров. Что происходит с правдой в месте, где никто не обязан ее искать? В «Ветреной реке» следы вели по снегу. Физические, читаемые, исчезающие под метелью. Здесь следы тоже физические, но их оставляет сам детектив. На собственном теле, на обороте полароидных снимков, на клочках бумаги в карманах мотельного пиджака. Потому что без этих следов он через 10 минут забудет, зачем вошел в комнату. Память как инструмент расследования – привычная опора любого детектива. Кристофер Нолан забирает эту опору у героя и у зрителя одновременно. Фильм выстроен двумя параллельными потоками. Цветные сцены движутся в обратном хронологическом порядке, черно-белые – вперед. Два потока сходятся в точке, которая переворачивает все. Зритель дезориентирован ровно так же, как Леонард Шелби. И это не прием ради приема, а единственный способ заставить почувствовать, каково жить без долговременной памяти. Леонард – бывший страховой следователь с антероградной амнезией. Его жизнь раскололась после нападения, детали которого он больше не способен удерживать в памяти. С тех пор он ищет человека по имени Джон Г., опираясь на систему из татуировок, записок и фотографий. Гай Пирс привнес в эту роль полную отдачу, и это ощущается в каждой сцене. Леонард одновременно сосредоточен и беспомощен, методичен и уязвим. Его окружают люди, которые знают о нем больше, чем он сам, и каждый может использовать его амнезию как отмычку.
Его брат Джонатан Нолан написал рассказ «Основу «Мементо Мори» еще в Джорджтаунском университете, а Кристофер переработал концепцию в сценарий, снял фильм за $9 миллионов, и тот окупился многократно, собрав около 40 миллионов в прокате. Эта точность бюджета отражает точность конструкции. Здесь нет лишних сцен, нет случайных деталей. Каждый полароид и каждая надпись на теле работают как шестеренка часового механизма, который тикает в обе стороны. Финал ставит вопрос, на который невозможно ответить комфортно. Если ты не можешь доверять собственной памяти, кто ведет расследование и против кого? Я бы ставил его в списке не как сложный фильм ради сложности, а как редкий детектив, где форма становится моральной ловушкой, а главная улика — сам герой. Досмотри до конца, вернись к первой сцене и попробуй решить, что из увиденного было правдой. Леонард собирал правду из записок, татуировок и полароидных снимков, которые сам же оставлял себе. Каждая улика могла оказаться подсказкой или ловушкой, и проверить это было почти невозможно. Невидимый гость переворачивает эту логику. Здесь правда тоже собирается из фрагментов, но другого рода. Из слов, пауз и версий, произнесенных за один вечер в закрытой комнате. Испанский режиссер Ориол Пауло написал и снял камерный детективный триллер, где главный инструмент расследования — разговор. Адриан Дориа, успешный бизнесмен, оказывается в центре обвинения после событий в закрытом гостиничном номере. Улики тяжелые, суд приближается, а его версия событий содержит пробелы, которые станут оружием обвинения. К Адриану приходит Вирхиния Гудман, специалист с безупречной репутацией, чья задача за несколько часов подготовить линию защиты. Для этого ей нужна правда целиком. Проблема в том, что рассказ Дориа не выдерживает проверки. Если Гудман не найдет в нем правду за оставшиеся часы, суд уничтожит и карьеру, и свободу Адриана. Марио Касас и Анна Вахинер превращают подготовку к суду в психологическую дуэль, где каждое уточнение меняет вес предыдущих фактов. Комната не меняется, время сжимается, а одна и та же история начинает звучать иначе с каждым новым вопросом. Пауло выстроил конструкцию, в которой расследование происходит через пересказ. Версию проверяют не уликами на столе, а логикой в словах. Чем точнее Гудман прощупывает рассказ, тем яснее. Паузы в нем опаснее, чем факты. Формально это деловая встреча двух профессионалов, но интонации постепенно превращают комнату в допросную, где рискуют обе стороны. Закрытое пространство усиливает давление. Выйти нельзя, врать опасно, а время на убедительную защиту утекает с каждой минутой. Именно поэтому фильм, несмотря на минимальное количество локаций, работает с напряжением, которого хватило бы на полноценный судебный триллер. Его лучше смотреть тем, кому интересен не размах, а давление, когда один вопрос произнесен точнее, чем любая погоня. Что страшнее, версия, которой не поверит суд, или правда, которую невозможно рассказать? Камерный поединок невидимого гостя проверял одного человека в одной комнате. Вопрос за вопросом, версия за версией. Девушка с татуировкой дракона расширяет это пространство. Здесь проверять приходится не одного человека, а целую промышленную династию, где семейное молчание длится десятилетиями. Начать стоит с того, что превращает этот фильм в особый зрительский опыт. На роль Лизбет Саландер рассматривались более 20 актрис первого эшелона. Йоханссон, Найтли, Портман, Лоуренс. Но Финчер выбрал практически неизвестную Руни Мару. Он предупредил ее, что роль изменит жизнь навсегда. И через 5 дней после утверждения Мара летела в Стокгольм. Настоящие пирсинги, стриженная голова, занятия боевыми искусствами. Именно эта радикальная трансформация объясняет, почему Лизбет на экране ощущается человеком, у которого каждый шрам — часть биографии, а образ вырос из реальной трансформации. Швеция у Финчера — холодная, серая, почти монохромная территория, где богатство семьи Вангер выглядит как красивая обертка на гнилом подарке.
Промышленник Хенрик Вангер нанимает опального журналиста Микаэля Блумквиста, Дэниел Крейг, расследовать исчезновение внучатой племянницы Харриет, произошедшее 40 лет назад на закрытом семейном острове. Улики старые, свидетели враждебные, и сама семья – лабиринт секретов, перекрестных обвинений и молчаливых альянсов. Блумквист быстро понимает, что остров хранит больше, чем одно исчезновение – целую систему недоговоренностей. Одни родственники отказываются говорить, другие подсовывают удобные версии. Архивы оказываются неполными, фотографии требуют расшифровки, а каждый член семьи указывает на другого так, будто правда давно стала внутренней войной. Поэтому, когда Блумквист и Лизбет объединяются, расследование набирает скорость, которой не ждешь от дела с 40-летней давностью. Финчер использовал пятиактную структуру вместо классической трехактной, сравнивая архитектуру фильма с полицейскими сериалами, которые строят напряжение через детали. Детали здесь действительно решают все – фотографии, номера, имена на полях Библии и постепенное осознание, что чудовище было в кадре задолго до того, как зритель начал его искать. Это тот случай, когда детектив интересен не только разгадкой, а тем, как холодно он скрывает среду, где правда десятилетиями считалась семейной собственностью. Готовы ли вы узнать, что прячется за портретом образцовой семьи? Расследование на острове Вангеров двигалось через семейный архив, молчание родственников и пространство, откуда нельзя уехать, не получив ответ. Идентификация сужает этот круг еще жестче. Одна ночь, один придорожный мотель и группа людей, которые никогда раньше не встречались. Ливень – первый и главный механизм этого фильма. Он обрушивается на шоссе, размывает дороги, обрывает связь и сгоняет в одно место 10 незнакомцев, у которых нет ничего общего, кроме невозможности уехать. Режиссер Джеймс Мэнголд с первых минут превращает мотель в ловушку. Темные коридоры, мутный свет, дождь, который не стихает, и ощущение, что стены давят сильнее, чем непогода. Среди застрявших водитель с заключенным, актриса, семья с ребенком, молодая пара и женщина, которая только что попала в аварию. Джон Кьюсак играет бывшего копа, ставшего водителем лимузина, единственного, кто пытается организовать хаос. Рэй Лиотта – конвоир, который не расстается с оружием. Аманда Питт – проститутка, мечтающая начать новую жизнь. Состав случайен или должен казаться случайным, потому что постепенно зритель начинает замечать, совпадений в этом мотеле слишком много. Даты рождения, общие воспоминания, детали биографии, которых не должно быть у незнакомцев. Все это складывается в закономерность, объяснить которую обычной логикой уже невозможно. Каждая дверь в коридоре – потенциальный вход для угрозы, и чем ближе к рассвету, тем яснее. Снаружи безопаснее, чем внутри. Сценарий Майкла Куни использует знакомую форму детектива с закрытым кругом подозреваемых, но внутри этой формы нарастает странность, которую невозможно объяснить привычной логикой. Люди погибают один за другим, связи между ними появляются там, где их быть не должно, и само место начинает казаться подозрительнее любого из гостей. Мотель работает как клетка для версий. Каждая новая смерть сужает круг и одновременно рушит предыдущую теорию, заставляя выстраивать объяснение заново. Фильм для тех, кому интересен детектив, где привычная схема «кто убийца» тихо перестает быть правильным вопросом. Что произойдет, если само место, где ты заперт, окажется частью загадки? Ливень запер незнакомцев в мотеле. Физические стены, физическая угроза, физическая невозможность выйти. Поиск сужает пространство иначе, до экранов, вкладок и цифровых следов на чужом ноутбуке. Начать стоит с формы. Фильм почти полностью построен через экраны компьютеров, смартфонов, видеозвонков и интерфейсов социальных сетей. Это полнометражный режиссерский дебют Аниша Чиганти, и экранная форма здесь работает как способ показать расследование изнутри, глазами человека, который ищет ответ единственным доступным способом, открывая вкладку за вкладкой. В центре Дэвид Ким. Его 16-летняя дочь Марго не пришла домой, не отвечает на звонки и не выходит на связь. Полиция подключается, но Дэвид начинает собственное расследование раньше. Он открывает ноутбук дочери и впервые видит ее жизнь с той стороны экрана, куда родители обычно не заглядывают.
Джон Чо играет отца, чей страх нарастает с каждой открытой страницей. Социальные сети, переписки, видеозаписи, контакты, о которых он ничего не знал. Каждый файл кажется мелочью, пока не становится единственной ниткой к пропавшему человеку. Некоторые контакты ведут к людям, о существовании которых Дэвид не подозревал, а переписки открывают обстоятельства, способные развернуть поиск в направлении, которого он боится больше всего. Чиганти выстраивает расследование так, что зритель буквально следит за курсором. Что откроет отец, куда нажмет, какой запрос введет. Экран становится пространством тревоги, где знакомые интерфейсы — почта, карты, видеозвонки — начинают работать как инструменты детектива. Чем глубже Дэвид погружается в цифровую жизнь дочери, тем острее понимание. Близость, которую он считал настоящей, строилась на привычке, а ответы спрятаны в следах, мимо которых он проходил каждый день. Форма здесь усиливает ставку. Зритель видит те же экраны, те же строки, те же вкладки и ловит себя на том, что ищет подсказки вместе с отцом. Сильнее всего он цепляет тем, что не превращает экран в трюк. Каждый клик здесь похож на попытку открыть дверь в комнату, где близкий человек жил рядом, но не совсем с тобой. Насколько хорошо вы знаете человека, с которым живете под одной крышей? Отец в поиске собирал цифровые следы на экране ноутбука, пытаясь прочитать жизнь дочери через файлы и переписки. Первобытный страх переносит следы в другую среду, в зал суда, где каждая деталь должна стать частью версии, а версия — выдержать публичную проверку. Ставка обнажается сразу. Влиятельный чикагский архиепископ найден убитым, а рядом с телом задержан 19-летний алтарный мальчик Аарон Стемплер. В крови жертвы, перепуганный, неспособный внятно объяснить, что произошло. Город требует приговора. Дело резонансное, улики выглядят неопровержимыми, и никто не берется за защиту, кроме Мартина Вейла. Ричард Гир играет Вейла как человека, для которого суд — сцена, а каждое дело — возможность доказать собственную исключительность. Он берется за защиту Стемплера по причине, которую сам не скрывает. Это дело, которое невозможно выиграть, а значит, идеальная арена для его амбиций. Напротив, прокурор, бывшая партнерша и бывшая возлюбленная Вейла, что добавляет каждому судебному раунду личную остроту. Чем глубже Вейл погружается в дело, тем труднее ему отделить стратегию от сомнений. Вейл привык контролировать зал, но чем больше он узнает о Стемплере, тем труднее понять, где заканчивается жертва и начинается загадка. Это полнометражный кинодебют Эдварда Нортона, и роль Стемплера стала для него прорывной. На роль прослушивались тысячи актеров, и выбор ощущается в каждом кадре. Нортон играет юношу, который вызывает сочувствие одним взглядом и тревогу одной паузой. Режиссер Грегори Хоблит держит фильм на границе судебной процедуры и психологической игры. Чикаго здесь — город, где закон работает на показ, и каждый жест в зале суда взвешен точнее, чем улика. Именно в этом конфликте прячется главное напряжение фильма. Защита строится вокруг человека, которого Вейл до конца не понимает, и именно эта неполнота делает дело по-настоящему опасным. Для тех, кому интересен триллер, где адвокат ведет защиту с профессиональной уверенностью, и именно эта уверенность может оказаться его главной слабостью. Насколько хорошо нужно знать человека, чтобы доверить ему свою репутацию. Адвокат в первобытном страхе строил защиту, доверяя человеку, которого взялся понять. Финальный фильм списка проверяет доверие за пределами суда, в новом доме, где прошлое возвращается тихо, звонит в дверь, улыбается и приносит подарок. Этот фильм стоит на первом месте, потому что делает с аудиторией то, чего не делает ни один другой проект в списке. Заставляет стоять на стороне человека до тех пор, пока фильм не поставит это решение под вопрос. Джейсон Бейтман взял роль намеренно против типажа. Симпатичный, успешный, уверенный муж написан так, чтобы зритель стоял на его стороне до последней сцены и осознал ошибку, когда исправлять уже нечего.
Саймон и Робин, молодая пара, переезжают в Лос-Анджелес, начинают жизнь заново. В магазине Саймон сталкивается с Гордо, тихим, неловким знакомым из школьных лет. Гордо начинает появляться, оставляет подарки у двери, заходит без приглашения, ведет себя не угрожающе, но навязчиво. Саймон раздражен. Робин, Ребекка Холл, чувствует, что за вежливой неловкостью гордо скрывается что-то, о чем муж не хочет говорить. Ставка нарастает через вопросы, на которые Саймон отказывается отвечать. Что именно произошло между ними в школе и почему Гордо вернулся именно сейчас? Джоэл Эджертон написал сценарий, срежиссировал фильм и сыграл Гордо. При бюджете $5 миллионов картина собрала 59 миллионов. И эта диспропорция говорит о точности замысла больше любой рецензии. Эджертон изучал психологию пассивной агрессии и долгосрочные последствия школьного буллинга. Фильм задуман как высказывание о том, кем становится человек через 20 лет после того, как его сломали. Дом Саймона и Робин – стеклянные стены, открытые пространства, свет. Выглядит безопасным, но постепенно превращается в аквариум, где за тобой наблюдают. Дом, задуманный как убежище, становится экраном для наблюдателя. Финал заставляет пересмотреть каждую предыдущую сцену и увидеть совсем другого человека, потому что прежняя версия истории больше не держится, и даже самые простые жесты меняют смысл. Фильм, после которого хочется пересмотреть первую сцену и на этот раз смотреть на правильного человека. Десять фильмов, и у каждого общий принцип. История выстраивает версию, в которую зритель верит до финала, а развязка заставляет вернуться к началу и проверить, что именно он пропустил. В таких фильмах особенно интересно, как работает внимание. Ты следишь за уликами, слушаешь интонации, выбираешь, кому верить, и незаметно строишь собственную версию, которую фильм терпеливо сопровождает до самого конца. «Зодиак» заставляет измерить цену расследования, которое не гарантирует ответа. «Мементо» ставит зрителя на место героя, который не может удержать собственные следы. «Поиск» показывает, что самые важные улики иногда спрятаны в экранах, мимо которых мы проходим каждый день. И каждый из 10 фильмов по-своему проверяет одно – насколько легко доверие к первому впечатлению становится ловушкой. Для меня лучшие детективы работают именно так. Не обманывают зрителя в последний момент, а спокойно оставляют подсказки на виду. Просто дают ему выбрать не те. Просто зритель не всегда понимает, какие из них важны. Поэтому такие фильмы хочется пересматривать, заново ловить взгляды, паузы, случайные на первый взгляд реплики и проверять, в какой момент история начала вести по своему маршруту. В этом и есть сила хорошего детектива. Он не заканчивается титрами, а остается вопросом, к которому хочется вернуться. Напишите в комментариях, после какого фильма из списка вы бы сразу вернулись к началу, и какую сцену теперь посмотрели бы совсем другими глазами. Если выпуск зацепил, подписка и колокольчик помогут не пропустить следующий. Здесь всегда будет кино, после которого хочется думать.